Приветствую вас, искатели приключений. Я нахожусь в автономном специальном регионе Китая, Гонконге, и буду обозревать популярные туристические локации, а также альтернативные закулисные подворотни, чтобы вы спланировали ваше путешествие ярче. Поехали! Итак, друзья, рассказ сегодня будет о городе невероятных бетонных джунглей – Гонконге. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я сюда попал, как вообще можно было его построить? Это же настоящая вершина урбанистической эволюции, где каждое здание словно бросает вызов законам физики. Мы посмотрим популярные локации, попробуем разную местную еду и узнаем, где здесь кипит ночная жизнь и каким она наполнена колоритом. Много будем заглядывать за пределы туристических локаций, чтобы впитать вайб города. Все это будет щедро приправлено моими впечатлениями и эмоциями. Ну и, конечно, постараемся не загнать себя в кредитную кабалу, ведь Гонконг славится своей дороговизной. Я бывал в разных местах – Сингапуре, Куала-Лумпуре, городах Европы, но сравнивая их с Гонконгом, они кажутся всего лишь детьми перед мастером. Гонконг – это настоящий король всех городов. И давайте разберемся, как ему это удалось стать Нью-Йорком Юго-Восточной Азии. Город состоит из множества островов, но главный остров – это Гонконг. Вот с такими красивыми небоскребами. А также полуостров Колоун. Разделяют эти два острова и полуострова гавань Виктория, которая, кстати, является самым загруженным портом в мире. Мне Гонконг еще нравится тем, чтобы его посетить, украинцам и европейцам не нужна никакая виза. Просто приезжаешь, мне даже штамп в паспорт не ставили. Первым делом, что нужно сделать по приезду в Гонконг, это купить карточку Octopus. Это обычная типа как банковская карта, при помощи которой вы можете ездить на общественном городском транспорте, рассчитываться в супермаркетах типа 7-Eleven, и вообще она экономит очень ваше время. Обменные валюты в Гонконге конские. Разница в обменниках где-то 13%. Я считаю, это полнейшее ограбление. Поэтому деньги лучше снимать с карточки в банкомате, такой как типа как Revolut, и либо там Wise, и пополнять свою карту Octopus. Ну, например, я добрался из аэропорта Гонконга на скоростном поезде. Стоило это мне 130 гонконгских долларов. Если бы у меня заранее была карта Octopus, я заплатил бы всего лишь 40 гонконгских долларов, что приблизительно в 3 раза дешевле. При этом я ехал бы на втором этаже автобуса и наслаждался красотами города, а не ехал в простом поезде. Время сэкономил бы я, ну максимум 10 минут. Сейчас буду плыть на остров Гонконг через бухту Виктория. Путешествие будет на специальном паромчике под названием Star Ferry, который можно оплачивать как картой Visa, так и Octopus'ом. Вдоль бухты Виктория, как на полуострове Колоун, так и на острове Гонконг, находятся великолепные набережные, по которым можно прогуливаться, заниматься спортом, а также наслаждаться панорамными видами на небоскребы. Самые яркие из них это Централ Плаза, здание Банка Китая, финансовый центр и на полуострове Колоун коммерческий центр. Вдоль набережной присутствует очень много зеленых зон, где люди занимаются спортом, зарядкой, йогой и отдыхом. Также по выходным тут собираются зарабичане, индонезийки и филиппинки, которые работают в Гонконге обслуживающим персоналом. Выглядит это немного так по-бомжарски, особенно когда они располагаются на коробках, но тут встречаются довольно такие красивые девчонки, я вам скажу. И если вы Скрудж Макдак, жлоб и не хотите много тратиться на девушку в баре, покупать ей дорогие подарки, то этот вариант для вас. Я нахожусь на одной из самых высоких точек Гонконга, на обзорной площадке под названием Victoria Harbour View.
Из названия мы понимаем, что это вид на бухту Виктория. Отсюда сверху видно все небоскребы как полуострова Колоун, так и самого острова Гонконг. Мне очень нравится эта площадка, это мега популярное туристическое место. Сюда можно добраться двумя способами. Первый, как добрался я, на 15-м автобусе и увидеть вид вот этот, а также объезжая вокруг остров. Второй на специальном поезде фуникулере, который приезжает вот на такое здание в форме полумесяца, где есть альтернативная смотровая площадка под названием Sky Terrace 428. И судя из названия 428, мы понимаем, что высота этого здания полумесяца 428 метров. Но, как по мне, эта площадка только заслоняет красивый вид на эту бухту. Чтобы попасть на смотровую площадку Sky Terrace, нужно заплатить $10, либо купить комбинированный билет вместе с фуникулером-паровозиком, который привозит людей на этот пик. Я пойду еще выше, на пик Виктории, которая высота 550 метров. Но туда можно уже идти только пешком. Итак, друзья, я забрался на самую высокую точку острова Гонконг, пик Виктория. Высота 554 метра. Я не скажу, что всем стоит сюда идти. Здесь больше вид на вот такие острова и пляжи. И я ее рассматриваю больше как альтернатива тому виду, который я видел на Victoria Harbour View. Как релакс, как такой легкий хайкинг и релаксация. Отдохнуть от туристов. Мне нравится. Нахожусь сейчас в локации под названием Times Square. Тут огромный, просто огромнейший шоппинг-молл. Я просто потерялся по нему ходить. Невероятно больших размеров. Мировые бренды и альтернативные китайские бренды, гонконгские бренды. А также это реально Times Square, вот как Times Square Нью-Йорка. Здесь столько народу, такой движ, прям люди идут. И бегают все, они бегают за светофорами, потому что светофоры долго переключаются, особенно их, когда собираются на остановке и включается светофор, это просто цунами людей тебя сносит. Невероятно движовое место, но высасывает энергию, я реально устал, трындец. Вот сейчас, собственно говоря, прохожу Times Square. И тут еще есть одна локация интересная, Causeway Bay. Там тоже народу просто немерено. Там просто автобусы, трамваи не успевают развозить людей. Вот у нас люди на остановке троллейбуса ждут или автобуса, а здесь автобус ждет другого автобуса, пока тот побыстрее уедет. Чего тут только не продается в этой локации. От какого-то барахла вообще ширпотреба полного до трехэтажного магазина Apple. 3 этажа магазин Apple. А также миллион всяких бутиков. Я таких и брендов названий не знаю, но выбор нереально огромный. Тут просто на Times Square нужно идти за шопингом и потратить на это от утра до самого позднего вечера. Только ходить, смотреть магазины, даже не подбирать себе что-то. Просто пробежать все магазины, наверное, нужен целый день. И то так, нахрапом. И как по мне, визитная карточка города не только небоскребы, а вот эти такси, двухэтажные трамваи и двухэтажные автобусы. Вот особенно в трамваях что-то есть такое мистическое. Они такие классные, такие прикольные. Так и хочется на них просто ездить, на этих трамвайчиков, и впитывать вот эти все городские джунгли. Особенно, когда на втором этаже едешь, и ты зажат между двух зданий, ты вот прям едешь в такой трубе из домов. Это что-то. Ну разве они не прекрасные? Ну вот как они такой классный создали дизайн? Невероятно. Вот смотришь на этот трамвай, и ты понимаешь, сколько в нем истории. Главной достопримечательностью вечернего Гонконга является знаменитое световое шоу Symphony of Lights, которое происходит каждый день в 8 часов вечера и освещает небоскребы острова Гонконг. Большинство туристов собираются на набережной Аллеи звезд в Колоуне, чтобы наблюдать за этим зрелищем.
Однако такой выбор места имеет свои минусы. Огромные толпы, невозможность свободно передвигаться, а также обилие техники, штативов, стадикамов, телефонов. Все это делает просмотр не сильно комфортным. Само шоу, хотя и впечатляет яркими лазерными и панорамными видами небоскребов, сложно назвать его выдающимся. Это достойное зрелище, но не более. Как говорят англичане, not bad. Если вы хотите по-настоящему насладиться шоу, рекомендую место Memorial Complex на самом острове Гонконг. С этого ракурса вы окажетесь в центре событий. Световые проекции и лазеры выглядят намного ярче, ближе, а главное, здесь практически нет туристов. Вы сможете спокойно наслаждаться представлением, сделать отличные фотографии и ощутить атмосферу города без толкотни и лишнего шума. А для тех, кто хочет получить еще более запоминающийся опыт, подойдет прогулка на частной или экскурсионной лодках по гавани Виктория. Вид на шоу с воды впечатляет и добавляет ощущение эксклюзивности и уединенности. Итак, друзья, Гонконг влюбил меня с первого прикосновения. Вот как есть такие девушки, с первого прикосновения губ у тебя идет дрожь по телу, какое-то тепло по всем концовкам твоего тела распространяется, ты понимаешь, блин, я эту девушку люблю, и хоть это чувство обманчиво может быть, вот Гонконг — это про эту историю. Только я вышел в аэропорт, только я посмотрел на весь этот движ, на весь этот вайб, на весь этот сумасшедший ритм города, я понял, что я его люблю. Это какой-то настоящий Нью-Йорк. И я сейчас иду в кафешке, и первая моя любовь, и немаловажно, это еда. И это завтраки в аэропорту, где всегда обычно все втридорого, и чтобы поесть нормально в европейском нужно где-то 12 евро, и то это будет какая-то непонятный какой-то бутерброд. В Гонконге с едой все очень круто. Я заказал себе завтрак, это была большая миска овсянки с молочком, очень вкусная, без всяких сахаров, соли, просто классная диетическая овсянка. Это был тост жареный с яичницей болтуньей, и еще дали к этому милк-чай. Это гонконгская тема, типа все пьют кофе, в Гонконге пьют чай с молоком. Очень вкусно. Естественно, это не зеленый чай, а красный чай. И это было в аэропорту, скажем так, сетевая столовка. Сейчас я сижу в довольно-таки неплохом месте, я бы даже сказал, по многим европейским меркам это тянет прям на ресторан, тут прям антураж, официанты, все бегают. И я заказал завтрак, стоит он 42 гонконгских доллара, на наши это около 5 американских долларов. Мне дали жареный тост с яичницей болтуньи, мне дали вермишель с настоящей говядиной, не какие-то там кишочки, желудочки, печеночки, которые на стритфуде, а прям реально говядина, такая хорошая, без жилок, без прожилок, и white кофе. Все это стоило относительно небольших денег. И еще они дают теплую воду перед началом еды. Ну и, как известно, теплая вода это полезно. И с утра встать, выпить теплой воды. И я понимаю, почему гонконгские долгожители из-за этих привычек. Главное блюдо, которое стоит попробовать в Гонконге – димсамы. Это пельмени с разными начинками – креветками, свининой и другими. Их готовят на пару или обжаривают и подают в бамбуковых корзинках. Димсамы можно найти повсюду, от уличных забегаловок и сетевых кафе до дорогих фешенебельных ресторанов. Даже в обычной столовой я увидел вывеску со звездами Мишлен. Вкус димсамов напомнил пельмени, но тесто у них гораздо тоньше. Ну а в Гонконге можно найти более экзотические блюда, такие как суп из змей или каштановый суп из акульего плавника, но оставим это для фуд-блогеров. Я сейчас нахожусь в одном из самых ярких и технологически продвинутых небоскребов Гонконга под названием One East Island. Он был построен в 2008 году и обладает самыми крутыми технологическими новшествами, зелеными технологиями и экологически чистыми материалами. Интересен лично туристам этот небоскреб тем, что на 37 этаже тут есть огромнейшая панорамная площадка высокими панорамными окнами и открывает вид на бухту Викторию и на прочие небоскребы. Высота небоскреба 298 метров. Всего здесь есть 70 этажей, и обслуживают эти 70 этажей офисов 28 высокоскоростных лифтов, что делает его самым логистически подвижным и быстрым небоскребом среди всех небоскребов Гонконга. Мне он очень нравится, он очень красивый,
Панорамная обзорная площадка идет практически по всему кругу небоскреба. И это просто невероятно, что они не построили еще один дополнительный этаж, чтобы больше помещений сдавать в аренду, а действительно сделали вот такие красивые обзоры. И еще большой плюс то, что здесь практически нет туристов. Их вообще здесь нет. Вот тут даже есть лавочки. Можно сесть на лавочку мягенькую и наблюдать красивый вид на бухту Виктория. Туристов нет. Ну и главный бонус — это, конечно же, бесплатно. В общем, я очень доволен этим местом. One East Iceland. Находится этот небоскреб недалеко от знаменитого здания Монстра в районе Квери-Бэй. И сюда можно приехать даже не просто как вдогонку смотреть здание Монстр, а как просто ради этого небоскреба. Я им очень доволен. Это сумасшедшие классные панорамные виды на горы и облака. Сейчас я нахожусь в одной локации, самой упоминаемой во всех туристических справочниках и освещенной многими блогерами. Это комплекс из 5 зданий под названием Дом Монстр. В 60-х годах в условиях быстрого роста Гонконга для обеспечения социальным жильем было построено вот 5 таких зданий, где квартиры тесно переплетаются друг с другом и создают такой пугающий, устрашающий вид. Но, как по мне, сильно много шума дано этим домам. Обычные дома у нас на Поздняках в Киеве тоже такие есть. Единственное, что у нас их построили в 90-е, а тут их построили 50 лет назад. Как по мне, они даже вообще не отображают архитектуру Гонконга. Они больше выбиваются, потому что в Гонконге в основном здания идут все такие тонкие свечки вверх. А здесь это больше похоже что-то, ну, на 16-этажки, только которые очень близко прислонены друг к другу. Лично я не сильно впечатлен. Если бы я знал об этом раньше, то в принципе сюда можно и не ехать. Ну, ради чего? Ради того, чтобы сделать фоточку с 16-этажками, их можно и на Троещине сделать. Куда лучше по бухте Виктория прокатиться лишний раз на катере. Сейчас нахожусь просто в невероятно крутом и классном небоскребе под названием Центро Плаза. И с него открываются просто удивительные виды на бухту Виктория и на весь город. Я нахожусь на смотровой площадке Skydesk. Она находится на 46-м этаже и абсолютно бесплатна для посетителей. Небоскреб выполнен вот в таком элитном стиле, премиум, все выложено гранитом, красивыми камнями, и тут чувствуется роскошь и богатство. Это третье здание по высоте в Гонконге после финансового центра и коммерческого центра. Было построено в 1992 году, и на момент строительства это было самое высокое здание в Азии. Но помимо этого, оно мне еще интересно тем, что оно выполнено в форме треугольника. Не в форме параллелепипеда, как большинство небоскребов, а в форме треугольника, чтобы как можно больше было панорамных видов на бухту Викторию и окружающий красивый город. Высота этого здания 374 метра, 78 этажей. И еще одна классная изюминка его, то что на высоте здания находится шпиль высотой 102 метра. И он каждые 15 минут подсвечивается разными неоновыми подсветками, типа извещая людям, как часы, что меняется время. Ну, типа как колокол в церкви. Но, как по мне, идея так себе, потому что, ну кто в таком вот высоком городе, шумном, где голову некуда поднять, будет смотреть на шпиль здания ради того, чтобы понять, сколько время. Ну, вот, туристов ноль, абсолютный ноль. Все бесплатно, лифт поднимается быстро. Меня переполняют просто эмоции, насколько тут круто. Я сейчас нахожусь на площади Золотой Баохинии. Баохиния – это цветок, который изображен на флаге Гонконга и является его символом.
Но эту золотую баухинию подарил Китай Гонконгу в 1997 году, когда Гонконг объединился с Китаем. Дело в том, что до 1997 года Гонконг был под британским протекторатом. Он отошел Британии в 1840 году по результату опиумных войн с Китаем. И после этого британцы еще взяли несколько островов, таких как Коулун, в аренду у Китая на 100 лет. После чего Гонконг жил своей жизнью, построил сумасшедшую красивую экономику, сумасшедший классный город и жесткую смесь западной и восточной культур. Потом, когда договор закончился, Британия без всяких войн, без всяких провокаций, переговоров просто отдала Гонконг Китаю на условии, что Гонконг будет заниматься своей внутренней финансовой и экономической политикой сам, а Китай будет заниматься только внешней политикой и защитой Гонконга, то есть армии. И в итоге это все называется как одна страна, две системы. Китай не вмешивается во внутрь дела Гонконга, и Гонконг является частью Китая. Но Китай хотел тут навести свои коммунистические порядки, внедрить свои законы, после чего были массовые протесты, и гонконгцы отстояли часть своих прав на автономию. Сам по себе монумент не очень-то, я бы сказал, интересный, и специально ради него идти сюда не стоит. Но сюда стоит прийти ради супер классной современной набережной, по которой можно прогуливаться и смотреть на гавань Виктория и наслаждаться видами панорамными на небоскребы. Отдельное внимание хочу уделить еде Гонконга. Я хоть и не обзорщик еды, но Гонконг – это просто какой-то рай. Здесь еда на каждом углу, на каждом шагу, везде. Вы голодным точно не будете. Второе, цены, как относительно для такого финансового центра, для такого могущественного города, относительно дешевые. Ну вот, например, я взял комплект из утки, свиньи, рис и салат. И к этому еще milk tea, который очень популярен в Гонконге. Это стоило мне всего лишь 50 тысяч. На наши это где-то 6-7 долларов. Это настоящее мясо. Это не какие-то там желудочки или какие-то там кишочки, как любят на стритфудах. Это прям грудинка, или как эти части называются. Это вот белое конкретное мясо. Очень-очень вкусное. По вкусу это мега вкусно. Но вообще класс. Просто бомба. Это можно обжорой стать в этом городе. Поэтому мне это в Гонконге очень нравится. То, что помимо этих всех небоскребов и роскоши, ты можешь всегда поесть за копейки. Зная, что во Вьетнаме еда стоит дешевле. Но, во-первых, во Вьетнаме не будет такой китайской еды интересных. А во-вторых, во Вьетнаме оно не будет так чистенько, потому что тут оно хоть дешево, но я всегда в каких-то чистых заведениях. И практически везде в этих заведениях можно рассчитаться карты. Ну вот я сейчас сижу в столовой, тут все чистенько, убрано. И я заказал себе пельмени с креветками, и прям в одну пельменину креветок засовывали, где-то 3 креветки в одну пельменину. То есть не просто какие-то там крабовые палочки дешевые, а прям креветки настоящие, вкусные. Еще одна, на мой взгляд, очень интересная и самое главное, оригинальная достопримечательность Гонконга – это самая длинная в мире система эскалаторов под открытым небом. Называется она Central Mid-Level Escalators. Создана она для того, чтобы люди со спальных районов, которые находятся в горах, утром спускались на работу, в офисы, в магазины, вниз без напряга. А потом, когда их рабочий день заканчивался, они обессиленные и обескровленные поднимались на эскалаторе вверх. Очень интересный аттракцион. Почему? Потому что эти эскалаторы едут в гору через разные интересные магазинчики, а также видно разные силуэты города. Я бы сказал, это целое приключение.
Занял подъем наверх у меня около 20 минут, но я вам скажу, что интересно первые 5 минут, а потом уже магазинчики заканчиваются и начинаются спальники, и ты дальше едешь по спальникам. Поэтому становится относительно скучно. Ну, я взял себе пивко и немного развеселился. И я был бы не я, если бы я не проехал все эти эскалаторы, потому что я люблю дотошно, мне все интересно, потому что даже, вот скажем так, вот этот цветочек в форме корзинки розовой, это тоже интересно. И я люблю вот всякие такие штуки, которые и делают путешествия и города уникальными. Но это не туристический аттракцион, это не прикол. Это действительно важная транспортная артерия города Гонконг. Спускаться по Central Mid-Levels мне очень и очень понравилось. Во-первых, ты спускаешься другой улицей, не той, которой поднимаешься на эскалаторе. Во-вторых, вдоль этой улицы находится очень много интересных кафешек и локаций. Ну вот, например, локация называется «Картинная галерея под открытым небом, граффити на улице Грэхэм». Здесь я увидел какое-то невероятное количество почему-то белого европейского населения, в отличие от остальной части Гонконга, и множество интересных кафешек совершенно разных кухонь мира, мексиканских, перуанских, китайских, которые каждый старается выделиться друг перед другом. Я нахожусь на антикварной улице под названием Кэт-стрит. Здесь продается всякого рода барахло. Антиквариат, ручные поделки, бусы, шмусы и тому подобное. То, что выбросили на мусорку когда-то, сейчас продается за реальные деньги. Тут куча антикварных лавочек. Там действительно все выглядит пристойно. Ну, а также куча всякого, типа как у нас блошиный рынок, когда продают советские какие-то журналы, всякие там кассеты магнитные. В общем, полный шлак, камушки. Но есть, я не сомневаюсь, что есть категория людей, которые этим интересуются, любят тащить в дом всякую хрень. И она находится недалеко от Central Mid-Levels. Поэтому я зашел, посмотрел. Я нахожусь в центре наследия и искусства Тайкун, где проходят разнообразные выставки, инсталляции и все, что связано с искусством. Но главная изюминка этого центра то, что это историческое здание полицейского участка и тюрьмы. И главной изюминкой этой локации является камера заключенных, где можно увидеть, а также попробовать себя в роде заключенных. И как я увидел, множество гонконгцев и гостей города готовятся, уже прямо сейчас готовятся, им прям нравится примерять себя в роли заключенного. Как говорится, от тюрьмы и сумы не зарекаются. Вот увидел в Гонконге украинский ресторан. Вот шеф-ресторан, у него жена украинка, и у него ресторан в Гонконге уже 24 года. How many years restaurant? 24 years. 24 years. И он говорит, что он очень занят. You have many customers and your restaurant very busy, right? Yeah. Так что, если вы хотите попробовать пампушки и вареники, вам сюда. How name's restaurant? Иван the Cossack. Иван в украинском ресторане в Гонконге. Иван Казак. Отмечу на Google картах. Обязательно зайдите сюда в гости. Будьмо! Hey. Немиров, медовую и острую, потому что мы в Азии. Spicy because we in Asia, right? Дуже дякую. Я нахожусь в центре ночной жизни Гонконга. Улица под названием Лан Квай Фон. Здесь находится 1000 разных барчиков,
ресторанчиков, где можно выпивать или не просто выпивать, а ужираться, бухать. Тут уже мне предлагали разные массажики. Понятное дело, что это за массажики. Вот. Но, к сожалению, сегодня понедельник, и здесь не так движово. Ну и плюс еще только 5:30. Но, судя по кафешкам, я понимаю, что когда тут куча народу собирается, тут довольно-таки оживленно и весело. Я бы здесь потусил, если бы был с друзьями, но как-то одному не очень. Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с Вьетнамом в Хошимине или с Таиландом. Но в принципе, барчики классные, уютненькие, приятные, музычка не сильно громкая. Мне нравится, вайб классный у этой улицы. Ценники относительно зашкаливают. Здесь особенно круто, когда какие-то праздники типа Хэллоуина или Нового года. Вот здесь есть даже рестораны, лаунжи в турецком, персидском стиле. Какие-то индийские кухни, кальяны. Такой тайский уголок. Ну, в принципе, на любой вкус оторваться можно. Атмосфера располагает, чтобы напиться. Итак, я только что прошел улицу под названием Темпл-стрит. Находится она недалеко от станции метро Джордан или Йордан. И начинается и заканчивается вот такими вратами типа храма. Темпл — это храм, соответственно, Темпл-стрит — начало храма. Улица подразделяется на несколько частей, и, что интересно, она пешеходная. Но там так мало места, я так долго шел из-за того, что все люди шли. Мне кажется, у космонавтов в ракете больше места, чем на этой улице. Первая часть улицы – это всякая псевдоеда и есть нормальная еда. То, что мне запомнилось, это были устрицы. Вот это я бы съел. Они прям огромные, красивые, их делают на огнях. Все остальное – это шлака еда, и я удивился увидеть это в Гонконге. Эта улица мне больше напомнила Вьетнам, чем Китай или Гонконг. Дальше улица начинается с торговли всякого рода барахла, сумки, футболки, там значки, сувенирчики. И это все очень тяжело смотреть, потому что люди идут медленно, тебе хочется выбежать некуда. Где-то посередине вещевой улицы стоят девчонки, массажистки с сумочками. Ну, понятно, какими они массажами занимаются. Ну, мало ли, может, можно и обычный массаж у них заказать. Но девчонки такие, как-то стрёмненькие, скажем так. Параллельно этой улице есть интересная локация, тоже пешеходная улица, и на ней готовят морепродукты. Очень много морепродуктов. Самыми яркими из этих морепродуктов, то, что я видел в вывесках, и то, что прям много-много рекламы, это Spicy Crab. Скорее всего, там готовят классно крабов. Вот такая улица в районе метро Джордан, Каолун. Идти на улицу эту или не идти, ну, не знаю. Может и идти, но не в час пик. Подождите, когда люди рассосутся, может, под конец придите. Но не в самый конец, когда уже все собрались и ушли. Вот. И еще где-то на 2/3 этой улицы есть большое круглое здание, а-ля типа рынок. И на этом рынке очень много во вьетнамском стиле столиков, уличная еда, и готовят разные морепродукты, лапшу, рис. Санитария там не очень. Опять же, это мои чувства, может, это какое-то культовое место, и туда прям сбегаются со всех районов и с ближайших городов, с Макао едут, чтобы туда поесть. У меня желания поесть там не возникло. Двигаемся по Каолуну далее. Итак, еще один найт-маркет, который стоит посетить и посмотреть как явление, но не для покупок. Это Ladies Market. Но он настолько длинный, что он реально высосал с меня все соки, и я устал идти. Продаются здесь всякие сумки, брелки, всякие кимоно. Все такого низкого качества и брендовые вещи, подделки. Там бренды North Face, Patagonia по низким ценам. Ну, я думал, может, себе какой-то барахлишко прикуплю на память. Увидел красивые плетеные пояса безразмерные. Спросил, сколько стоит. Мне сказали 49. Это приблизительно $7, может быть 6.
Ну, не суть. Суть в том, что я перед тем, как лететь в Гонконг, точно такой же купил себе в Ашане за 3 евро. И суть этого рынка такая, что не так уж тут как бы и дешево. Ловить тут нефиг. Его можно рассмотреть только как явление, но при условии, что у вас очень железное терпение, потому что рынок очень длинный, вот прям очень. И все силы мои высосал. На моем райончике я нашел такую скрытую, зашитую среди зданий улочку. Пивная улица, пивная миля она называется. И она что-то напоминает типа Волкин-стрит, только без проституции, без каких-то трансов. Просто люди выпивают и знакомятся. И параллельно есть другая улица, уже больше такая лаунжевая, кальянная. Если ты на пивной улице с кем-то познакомился и хотите продолжить дальше общение, тебе какая-то девушка нравится, то можно переместиться в лаунжевую улицу, покурить кальянчика и познакомиться с девчонкой получше при уже романтических относительно условиях. В общем, контраст довольно-таки интересный. Отдельно хотел рассказать про бетонные джунгли Гонконга. На самом деле, вот как говорят, бетонные джунгли, там на Троещине, на Поздняках, это нифига не бетонные джунгли. Это просто жилые массивы. Настоящие бетонные джунгли я не видел ни в Сингапуре, ни в Куала-Лумпуре. Настоящие бетонные джунгли — это именно про Гонконг. Это просто какой-то мега-альфа, подвижный, супер крутой город. И это обусловлено тем, что земли у Гонконга мало, здания строятся в высоту, они такие тоненькие, и сложилась вот такая, скажем так, архитектура города. Ты идешь по проспекту, здесь всякие салоны, Гуччи, Дольче Габбана, заворачиваешь в ближайшую подворотню, там трешачок. Здания очень-очень плотно друг к другу прилегают, какие-то мусорные баки, какие-то потоки воды. Ты идешь сквозь этот переулочек, смотришь, какое-то невзрачное вообще, какой-то проем невзрачный, думаешь, боже, я оттуда живым выйду с этого проема или нет? Заходишь в этот проем, а там ни хрена себе, нормальный торговый центр, все чистенько, кафешечки, рестораны, все тебе предлагают, все цивильно, чисто. Гонконг вообще очень и очень чистый. Потом, пройдя по этому центру, ты выходишь и бац, и снова променад. Дома очень плотно друг к другу, и второе, что отличает их от других городов, даже азиатских, таких как Сингапур, Куала-Лумпур, то, что у них внешние коммуникации, такие как канализация, сточные воды, ливневки, находятся на фасаде здания. Это намного дешевле, чем зашивать их внутрь стен, но это придает такой вид, ну, не совсем привычный, скажем так, больше напоминает трущобы какие-то. Хотя во Франции есть специально дом, и это достопримечательность в Париже, где коммуникации выходят наружу дома. Но он один, и там эти трубы ярко покрашены. А здесь эти трубы, они не покрашены, такие облезшие. И такой смотришь, думаешь, блин, ну что это? Что это за трешачок такой? Но в целом мне очень нравится. За счет большой плотности населения, тут около 6-7 миллионов, город подземный, надземный. Между торговыми центрами находятся разные переходы. Но помимо всего этого, я могу вот гулять по набережным, да и в самом городе, и при этом я не задыхаюсь от выхлопных газов. То есть они как-то так построили город, но если бы это был какой-нибудь Бали, это было бы Кунсткамер, это просто было бы дыма немерено. Вот, друзья, моя комнатушка. Чтобы вы понимали, вот чемодан, такое пространство. Вот, на этом все. Ну, правда, тут есть кондиционер, телевизор, какой-то столик и раковина. Все очень маленькое. Ну, а стульчик для этого столика является мой чемодан. Я бы вообще не сказал, что Гонконг какой-то дорогой город, если рассматривать в качестве бюджетного туриста, как я. Я снимал отдельные апартаменты, комнату за 37 евро в самом центре Кулууна с видом на город. В Европе я бы за такие деньги снял разве что койко-место в какой-нибудь Барселоне или Кёльне в Германии. Что касаемо еды, я вам проводил тоже очень много обзоров. Цены на еду дешевые, и учитывая качество еды и частоту этих мест, даже подешевле может быть, чем в Таиланде. В целом, Гонконгом я очень восхищен. Он вообще перевернул мое осознание о городах. Это прям вот
Настоящий Нью-Йорк азиатский. И я рекомендую каждому посетить его и не бежать, сломя голову по достопримечательностям, а просто погулять по всем его улицам и словить его вайб. Я сейчас нахожусь на острове Лантау, который находится недалеко от Гонконга, и туристы его посещают в основном по 3 причинам. Первое, тут находится аэропорт, поэтому волей-неволей вы в любом случае проезжаете этот остров. Ну а 2 самые главные туристические причины – это первое – парк Disneyland Resort, и вторая – это большой бронзовый Будда, Великий Будда. В Диснейленд я не поеду, потому что мне одному не интересно. Когда у меня будут дети, тогда я и посещу его. А вот парк с Великим бронзовым Буддой мне довольно интересен не только в плане культурного и духовного обогащения, но и в плане порелацировать с природы. Потому что Гонконг – это большие бетонные джунгли, очень много народу, большая плотность населения, 7 миллионов человек живет в Гонконге. И воссоединиться, и помедитировать на природе без суеты очень важно. Итак, давайте по порядку. Будда высотой 34 метра, весит он 250 тонн, выполнен из бронзы. Под саму статую можно зайти, подняться на самый верх, откуда открываются красивые виды. Добраться можно сюда 2 способами. Самый красивый – это по канатной дороге от станции метро. Путь длится где-то 35 минут, и за это время вы наслаждаетесь прекрасными видами на холмы, зеленые горы и на, собственно говоря, аэропорт. Второй способ – доехать сюда на автобусе. Автобус – это городской транспорт, поэтому это более бюджетный вариант. На подъемнике же вам будет подняться, в зависимости от кабинки, где-то 230 гонконгских долларов туда и обратно. Но очень важная вещь – очереди сумасшедшие. Я просто, чтобы купить билет, ждал где-то час. И даже те люди, которые купили билеты и пришли по QR-кодам, они были в отдельной очереди, они все равно ожидали целый час. Поэтому у вас есть возможность выбрать 2 кабинки. Кристальную с прозрачным дном и обычную. Я выбрал кристальную, потому что в этой кабинке нету времени ожидания. Я сразу сел и поехал наслаждаться. Время – это самое дорогое, что у нас есть в жизни. Обратно же я поеду на автобусе, чтобы испытать оба опыта. Скажу сразу, что ничего такого впечатляющего в этом кейбл-каре нету, потому что я немножко зажравшийся. Я объехал весь Вьетнам, и там этих кейбл-каров на каждом шагу, на гору Фансипан я поднимался. И этот кейбл-кар, ничего удивительного, довольно-таки старый, но если у вас похожего опыта не было, это для вас будет большое открытие. Значит, на Будду ведет 238 ступенек, и поднимаясь, вы обретаете небольшой такой духовный опыт. Вокруг Будды есть 6 дев, которые дают ему подношения, и чем больше вы даете подношений, тем просветленнее вы становитесь. Ну вот, в принципе, по статуе и все. Честно, я ожидал как-то большего. В целом, добраться сюда было очень легко. Транспортная сеть метро в Гонконге развита, поэтому я добирался где-то минут 40 на метро с полуострова Колоун и уже на кейбл-каре где-то полчаса. После посещения статуи сидячего Будды Тьен Тан я пошел посмотреть буддийский храм По Лин. Это самый большой буддийский храм в Гонконге. Вообще в Гонконге много храмов я не видел, так как все крупно застроено и для храмов просто нет места. Интересен этот храм тем, что здесь полно медитативных залов, все украшено интересными статуями и царит атмосфера спокойствия без суеты. Недалеко, рядом с храмом По Лин, есть интересный вегетарианский ресторан. И я заказал себе вот такие интересные блюда, вегетарианские мочи. Сейчас буду их пробовать. Одни я заказал с арахисом, вторые что-то похожее на икру, и третье а-ля что-то типа матча.
Еще одной интересной локацией острова Лантау является рыбацкая деревушка Тай-О. Здесь сохранился аутентичный уклад жизни, деревни, где люди живут в домиках на сваях и добывают рыбу. Тут можно попробовать множество разных сушеных морепродуктов, сушеные креветки, сушеные кальмары, а также рыбу готовят на огне. Самым интересным здесь развлечением это катание на лодочках вокруг этих рыбацких домиков. И если повезет, можно увидеть редких розовых дельфинов. Я спросил, есть ли гарантия, что я увижу розового дельфина. Мне сказали, что абсолютной гарантии нет, и это большая редкость, если ты его увидишь. Ну, я и не стал брать эту лодочную экскурсию, просто погуляю по деревушке, впитаю ее шарм и, может, попробую каких-то сушеных креветочек. Все-таки мне посчастливилось увидеть дельфинов, правда, не розовых, белых, но все равно повезло. Так что я счастливчик. Также в этой деревушке есть неплохая тропа здоровья. Поднялся вверх, и вот такие красивые виды. В принципе, очень приятно здесь ходить. Итак, друзья, с деревушки Тай-О на автобусе 11 я вернулся к станции метро Тунг-Чунг Стэйшн, откуда начинал свой путь по острову Лантау. В целом, остров можно и не посещать. Он классный, я не скажу, что он плохой. Но этот Будда, он не настолько высокий, как я себе представлял, или как кажется на картинке. Храм, хороший храм, красивый, но дело в том, что Гонконг – это мегаполис, и его фишка именно вот мегаполиса, бетонных джунглей. И лучше, конечно, побывать лишний день в бетонных джунглях, посмотреть на эти небоскребы, на эту набережную, чем приехать сюда. Да, это хорошее место для самих гонконгцев, чтобы не сойти с ума в городе и как-то выгрузиться на природе, расслабиться. Но для туристов сюда можно ехать только в том случае, если у вас много дней, и вы уже не можете просто терпеть бетонные джунгли, вам надо перезагрузиться, тогда сюда стоит ехать. Автобусы ходят часто, ждать их долго не нужно. На всех остановках, даже такой захолустной рыночной деревушки, есть Wi-Fi. И в целом вообще по Гонконгу нет надобности покупать сим-карту. Тут на каждую остановку, везде в метро, везде где-то магазины, Макдональдсы, везде есть Wi-Fi. Но самое вкусное, что я здесь поел на этом острове Лантау, при выходе из метро есть такой магазинчик, называется Суши Take Away. Вот они были мега свежая рыба, вот просто тает во рту. И цены были приятные. Например, 10 кусочков суш с лососем стоит 36 гонконгских долларов. Но это где-то даже $5 нет. Понятное дело, это take-away, это не ресторан, посидеть нельзя, но по гонконгским меркам оно стоит того. И это, наверное, самый лучший фастфуд, который я только ел в Гонконге. Итак, друзья, вышел я в бухту Викторию на аллею звезд попрощаться с этим невероятным, я бы сказал, патриархом всех городов Гонконга. Сама аллея звезд особо не интересна, я этих актеров не знаю, я знаю только Брюс Ли и Джеки Чана. Вышел я попрощаться с гаванью Виктория, посмотреть на все эти небоскребы. Патриарха я бы назвал всех городов Гонконга. Почему я считаю, что это самый крутой город? Потому что он реально живой и функциональный. Вот я выходил из метро и много раз терялся. Там выходов из метро штук 20. Выход в один супермаркет, выход еще какой-то в подземелье какое-то, выход туда-сюда. Паутина просто страшная, население огромное, но все вот эти небоскребы, они не стоят для декорации, как в Дубае, или для инвесторов, ждут последующие перепродажи. Они все функциональны. Это все рабочие офисы. Здесь миллионы компаний, миллионы фирм, миллионы бабла перетекают. И как так получилось, что Гонконг стал тем, кем стал? Ведь удачное морское расположение есть и во всех других городах. И английский язык можно, и обезьян научить английскому языку. Дело в том, что после британцев гонконгцам досталось главное – это британское право. А это честный суд, защита капитала, стабильное правительство. И за счет этого инвесторы не боялись открывать здесь фирмы и торговать из Китая в западный мир и наоборот из западного мира в Китай. Вот весь принцип успеха Гонконга в двух словах.
Я рекомендую каждому посетить этот город. Это невероятное ощущение, это пульсация, это прям вот город, город, город. И все остальные города после этого, там Дубай или там Сингапур, они мне кажутся какими-то такими искусственными офисами, безлюдными, которые, ну, я не знаю, надо миллионы вьетнамцев, чтобы туда приехали и заселили их. Жизни там нет. Гонконг же это прям вот живой, пульсирующий, прям пчелиный рой. Вот я бы назвал его пчелиный рой. И это очень-очень круто. Но при этом тут так классно разработаны все системы, все коммуникации, метро, автобусы двухэтажные. И есть зоны для отдыха. Ты можешь 30 минут, и ты выехал в какую-то зеленые горы, можешь отдыхать. Вот, мне очень понравился. Я рекомендую посетить всем этот город. На этом, друзья, я заканчиваю мой обзор города Гонконг, а мое эго потешат ваши лайки и комментарии.